Часто в горячке реального боя солдатам в голову приходят очень нестандартные решения. Одним из таких военных ноу-хау советской армии в Великой Отечественной войне стала стрельба из гаубицы большой мощности Б-4 прямой наводкой, или как ее называли советские артиллеристы, форточку. Жизнь орудия Б-4 началась в КБ арткомитета ГАУ еще в 1927 году. Первоначально разработку орудия возглавлял конструктор Лендер, но после его смерти работы были поручены инженерам разных артиллерийских заводов. Станок на гусеничном ходу для такого большого орудия был разработан в КБ завода «Большевик». Окончательный проект гаубицы был закончен уже в следующем 1928 году в двух вариантах – с дульным тормозом и без. После длительных полигонных и войсковых испытаний в 1933 году был в итоге принят вариант без дульного тормоза под обозначением 203 мм гаубица образца 1931 года. Орудие предназначалось для разрушения особо прочных бетонных, железобетонных и стальных укреплений, а также для борьбы с укрытой и открыто расположенной артиллерией противника. Гаубица имела скрепленный или моноблочный ствол с лейнером, то есть сменной частью ствола. Особо стоит отметить, что тяжелый лафет на гусеничном ходу позволял вести огонь с грунта без использования каких-либо специальных упоров или станин. Для такой гаубицы сектор обстрела орудия был невелик и составлял всего плюс-минус 4 градуса. Для наведения орудия в горизонтальной плоскости на больший угол приходилось поворачивать в соответствующую сторону все орудие. Наводить гаубицу в вертикальной плоскости можно было до плюс 60 градусов. Выстрелы раздельного картузного заряжания с 10 различными снарядами составляли боекомплект орудия Б-4. В комплект входили как фугасные и осколочно-фугасные снаряды, так и бетонобойные. По правилам эксплуатации орудия стрельба велась по навесной траектории, в основном с закрытых артиллерийских позиций. Ни в таблицах стрельбы, ни в правилах эксплуатации не было ни слова о возможности ведения огня прямой наводкой. Первое боевое применение, как и первое свое прозвище «Карельский скульптор», тяжелая гаубица получила в финскую войну. Ее снаряды разворачивали финские доты и создавали из них причудливые конструкции. После начала Великой Отечественной орудие служило верой и правдой в артиллерии резервного Верховного Главнокомандования. К середине войны появились первые записи о случаях использования орудия нештатно. Во время Курской битвы, помимо задокументированного поражения Фердинанда 203 мм снарядом в крышу, по рассказу военного историка Сергея Морошкина, был также уничтожен танк «Тигр», причем сделано это прямой наводкой. По его словам, в районе станции Понери при прорыве немецкого танкового корпуса один из танков «Тигр» был обнаружен расчетом гаубицы Б-4 капитана Василевского. Недолго думая, он приказал повернуть орудие на цель и, взяв прицел, произвел выстрел с расстояния около 500 метров по бронированной машине. Когда дым от пороховой гари рассеялся, от танка остались одни обломки, а остальные повернули назад в панике. Так, по словам историка, был предотвращен танковый прорыв. После Курской битвы был еще один задокументированный случай применения стрельбы прямой наводкой из гаубицы Б-4. В июне 1944 года на финском фронте Великой Отечественной необходимо было прорвать глубоко эшелонированную оборону противника. Главным ее укреплением был финский дот «Миллионер». Задача была поставлена гвардии капитану Ведмеденко. Прикрыв тягачи шумом боя и союзным огнем, он вывел на позицию две гаубицы Б-4. В течение 2 часов они прямой наводкой с расстояния 1200 метров били бетонобойными снарядами по стенам дота и в итоге отлично справились с задачей. Гвардии капитана Ведмеденко был удостоен звания Героя Советского Союза. В результате продвижения советской армии на запад в 1944 и 1945 годах солдаты столкнулись с ожесточенным сопротивлением немецкой армии в городах. По приказу Гитлера из крупных поселений делали опорные пункты, которые было очень сложно взять. Особенно тяжко приходилось танкистам, которых из-за каждого угла поджидали фаустпатронщики, и пехоте, которая этих фаустников выкуривала из домов. Чтобы выбить германских солдат из их укреплений, требовалось что-то придумать. И одной из таких задумок и стала стрельба Б-4 прямой наводкой по зданиям.
или, как называли ее солдаты, «форточку». Военный историк и преподаватель Михайловской военной артиллерийской академии Виктор Петровский в интервью телеканала «Звезда» как раз и рассказал об одном из самых интересных случаев применения Б-4 в боях за освобождение Западной Европы. Далее я приведу цитату из его интервью. С конца 1942 года у советских артиллеристов появился уникальный опыт выкуривания пулеметчиков из зданий. С ними особо не церемонились, стреляли прямой наводкой, если могли подойти на дистанцию выстрела, а если нет, накрывали точку огнем с безопасного расстояния. Но в боях за Европу в основном применялся так называемый снайперский гаубичный выстрел. Это такой прием был у артиллеристов, когда пехота и крупные калибры подавляли огневую точку врага, не давая производить выстрелов, а расчет гаубицы точно прицеливался и попадал здоровенным 203 миллиметровым снарядом прямо в форточку. Конец цитаты. Конечно, от здания после такого выстрела ничего не оставалось. Если кто-то и выживал после такого, то был оглушен и бой продолжать не мог. Интересно, что именно тяжелый гусеничный лафет позволил успешно производить выстрелы прямой наводкой из неприспособленной к этому гаубицы. Ведь не будь он таким массивным, орудие бы просто выворачивало с места, либо срывало с опор. Апогеем этого ноу-хау стала битва за Берлин, где артиллеристам, да и всем родам войск пришлось сильно постараться, чтобы вырвать победу. Друзья, если вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк.